Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас, да-да, арта на обзоре, хоть я и не артовод, но для тех, кто играет на арте, обзорчики снимаю. И сегодня у нас на обзоре французская арта 7-го левела, вот, лорка 155-50, вот такой вот небольшой сарайчик. Обычно мы идем смотреть бронирование, но мы это сделаем здесь. У нас лобовая броня 40, по бокам 30, сзади 20. Естественно, нас пробивают даже не обычными снарядами, а фугасами. Вот, и давайте сразу смотреть модули основные данной арты. Значит, по пушкам у нас всего два варианта: 6-го левела и топового 7-го. Разница по альфе отсутствует. Но пробитие чуть выше на топовой пушке. Вот, общий ДПМ чуть-чуть выше. Время заряжания на топовом орудии чуть-чуть дольше. На стойке 29,8. Но это на стойке мы можем улучшить эти показатели. Вот, так. Время оглушения в среднем где-то 15 секунд. Вот, время сведения очень комфортное. На топе 5 секунд. На предтоповом орудии 5,2. Разброс, точность не самая лучшая, да, все-таки 0.71 и 0.69 на топовом орудии. Обязательно качайте рацию, обязательно качайте двигатель, даже на стоковом двигателе арта очень подвижная, на топовом прям ультра подвижная. И обязательно, чтобы на месте крутиться быстрее, переводить ваш ствол, конечно, качайте топовую ходовую. По полевой модернизации смотрим от разброса при движении ходовой к мощности двигателя. Конечно, нам нужна доработка ходовой. А в четвертом блоке к максимальной скорости вперед, незаметности после выстрела. Ну, вы понимаете, что нам нужно, да? Ну и здесь к разбросу при движении ходовой и от разброса при горизонтальном наведении. Рекомендую здесь ничего не качать, не трогать. Вот, ну ничего не трогаем. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию, поскольку у нас открытая рубка, здесь все просто. Единственно правильный комплект оборудования — это досел, это приводы и УМП. Все. Ничего здесь менять не надо. По снарядам рекомендую играть на обычных дешевых снарядах, осколочно-фугасных с оглушением, теперь это называется дезориентация. Вот, осколочно-фугасный, понятно, обычный без дезориентации, чуть выше пробития, да, чуть выше альфа, но поверьте мне, вам денег больше, опыта и всего будет приносить именно вот этот тип снаряда. Вот. Так что эти я даже не рассматриваю на самом деле, кумулятивные. По снаряжению ремка, аптечка, желательно поставить там огнетушитель автоматический, но поскольку арта может и загореться, потратите только зря этот огнетушитель, рекомендую на арте катать с доп-пайком, реально помогает. Экипаж, 5 членов экипажа, перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. По плюсам и минусам. Основные плюсы здесь следующие. Это быстрое сведение орудия и хорошая подвижность самой арты. Радиус обстрела на этой арте большой, поэтому можно забиться в угол и жахать по всей карте. Вот. Это три основных преимущества данной арты. По ХП понятно, что тут смотреть, 340. Углы, кстати, вертикальной наводки средний показатель 0.45. Стандартный, я бы даже сказал. По мобильности 60 вперед, 14 назад. Ребят, 60 вперед, 23 лошади на тонну удельной мощности. Невероятно подвижная арта. Хорошо, быстро можно занимать позиции, перекатываться, когда какой-то фланг у нас прорвали. Поэтому в этом плане все тут круто. По незаметности у меня нищий экипаж, только второй перк качается, поэтому я даже не успел прокачать незаметность. Вот. Как-то вот так. То есть основные плюсы: подвижность, быстрое сведение, большой радиус обстрела. Отправляемся в бой, посмотрим, как Лоррейн 155-50 играется в современных боях. Go! Итак, у нас обзор боем. Французская арта 7-го левела, Лоррейн 155-50. Так, сейчас мы ее проверим. Чуть не упал.
Так, ЛТшки 2. Есть. Едем, едем, едем. Добре. Так, оглушили. Хорошо, ассист пошел. Ой, хорошо, 600 уже ассиста. Вот что значит, ребята, оглушение. По мне блайндами кидают. Блайндами шмаляют. Ой, хорошо. Так, чё, косарь 100 есть. Хорошую позицию я выбрал. Мне нравится. Главное, чтобы блайндом не убила арта вражеская. Ой, хорошо. Неожиданно, да, ребят, когда у вас арта стреляет на этой карте. Я когда сам на тяже играю в этих позициях, меня арта очень часто угнетает. Вот, а мы теперь будем угнетать врагов. О, опять блайнд, видели? Эх, не успели. А тут наша победа. 1300, да, сумма. 1300. Все. Вот отомстили. Уничтожим. Вот так вот. И мстя нашу ужасно. Так, 1300, почти 1400 суммы. Не знаю, нормальный бой, я считаю. 800 надолбали. Наассистили. Бейте, гада. Вот. Все, победа. Быстро заряжается, очень быстро сводится, хорошая подвижность. Вот основные критерии Лоррейн. 150, 155-50, прошу прощения. Мне французы всегда нравились. Да, у них может быть не такой большой сплэш, но все равно приятные арточки. В первую очередь из-за подвижности того, как быстро пушечки сводятся и все такое. Что у нас тут? Понятно, мы не в топе по урону, но у нас еще ассист есть. Успели мы, да, успели сделать ассист. Был турбослив у врагов, а вы на арте всегда настреливаете больше,
чем дольше идет бой. Здесь не удалось. Вот. Но основные критерии, эпитеты по этой арте мы с вами проговорили. По пятибалльной системе, как минимум, 4 эта арта заслуживает. Вот, интересная. А почему нет? Ребята, у кого есть такая арта в ангаре, пишите свои комментарии, как на ней у вас получается. Просить у вас, какой вы используете оборудование, нет смысла, потому что этот комплект, он единственно правильный. Ничего отсюда нельзя убрать, либо еще что-то там другого добавить. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.